Сегодня ни одна сфера деятельности человека не обходится без компьютера, и искусство не является исключением. Все больше художников создают свои работы именно в цифровом виде. Но поистине ценными всегда будут оставаться рисунки, выполненные от руки на бумаге или иных материалах. И первым инструментом, с которого начинает мастер, является карандаш. С его помощью создаются как наброски, так и полноценные работы. Знаете ли вы, с чего все начиналось? Как и из чего делают карандаши? Какие они бывают? Все это вы узнаете, посмотрев этот ролик. В XIII веке художники использовали так называемый серебряный карандаш. Он представлял собой серебряную проволоку, закрепленную на удобном для руки держателе. В качестве основы для рисования использовалась загрунтованная бумага, холст или пергамент. Такой карандаш оставлял голубовато-серые следы, которые со временем становились коричневыми. Помимо серебряного, также существовал и свинцовый карандаш. Эти инструменты требовали определенного мастерства. Исправить такой рисунок было практически невозможно. Позже, в XVII веке, появился итальянский карандаш. Его изготавливали в виде заостренной палочки, и в качестве сырья использовалась сажа и клей. Сегодня такой карандаш называют угольным. Одна из легенд о появлении грифельного карандаша гласит, что в XVI веке в графстве Камберленд случилась буря. Ветер был настолько сильным, что многие деревья не выдерживали и падали, обнажая свои корни. Под ними местные жители обнаружили породу темного цвета. Но никак не могли определить, что это. Она не горела как уголь, и не была похожа на свинец. В итоге выяснилось, что незнакомое вещество оставляет весьма приметные следы на предметах и тканях. Чуть позже из чистого графита начали делать тонкие заостренные на конце палочки. Художники для удобства обвязывали стержень бечевкой или оборачивали в бумагу. В XVIII веке в Австрии, Франции и Германии независимо друг от друга был открыт способ сделать стержень более твердым, путем добавления в графит смолы либо глины. Шестигранную форму корпуса карандаша предложил в конце XIX века граф Лотар фон Фабер-Кастель, заметив, что карандаши круглого сечения часто скатываются с наклонных поверхностей для письма. Основа любого карандаша – это грифель, а грифель делается из графита. Это самый мягкий камень на Земле. Для производства стержней используют графит, глину, связующие вещества, воду, сажу. Глину очищают от примесей, добавляют перетертый в порошок графит, связующие вещества, воду, подкрашивающие компоненты для черноты цвета. Тщательно все это перемешивают, формируют нужную форму и длину стержня, высушивают его, потом обжигают. После обжига идет пропитка специальными жирами и восками, и грифель готов, им можно писать. Надо заметить, что у каждого производителя своя рецептура теста, которую он тщательно скрывает от конкурентов. Для простого карандаша существует шкала твердости. Но из-за разной рецептуры при производстве стержня у разных производителей оттенок с одинаковым значением по шкале тоже будет отличаться. В качестве оболочки для грифеля используются самые разные материалы. Дерево, пластик и многое другое. Но чаще всего это, конечно же, древесина. Ольха, сосна и липа считаются недорогими и наиболее распространенными породами дерева для производства карандашей. Джалутонг. Древесина джалутонга обычно белого или соломенного цвета, прямоволокнистая, без узора, очень блестящая, легка в обработке и отделке. Содержит в своем составе большое количество природного каучука и поэтому очень устойчива к воздействию воды. Замечательно подходит для моделирования и производства карандашей. Черное дерево. Произрастает в Шри-Ланке и Южной Индии. Древесина с металлическим блеском и мелкой ровной текстурой. Дерево очень твердое, поэтому трудно поддается ручной и машинной обработке. Эта древесина относится к ценным породам дерева. Сибирский кедр. Древесина этого дерева однородная, мягкая, имеет приятный розовый цвет и крепкий смолистый запах, служит ценным сырьем для производства карандашей. Калифорнийский кедр. Древесина считается самой ценной и наиболее оптимальной для изготовления карандашей. Высокая однородность и плотность древесины, ее низкая смолистость гарантируют легкое и аккуратное затачивание карандаша. Древесина кедра имеет легкий розоватый цвет.
У каждой фабрики по производству карандашей своя технология, оборудование, процессы и материалы, но все-таки в большинстве случаев все происходит примерно так. Дощечки пропитываются парафином для получения однородного цвета и улучшения обработки и заточки дерева. Затем они упаковываются и отправляются на карандашные фабрики. На фабрике станок вырезает желобки или канавки под стержни. Дощечку и пазы покрывают лаком. Грифели устанавливаются в канавки и сверху кладется такая же дощечка. Если внимательно присмотреться к карандашу, можно найти место склейки двух половинок. Заготовку кладут под пресс для прочного склеивания частей. Под прессом дощечки с грифелем находятся, пока клей не высохнет. После окончательного высыхания торцы блоков шлифуют, убирают выступающие концы стержней и неровности склеенных дощечек. Теперь блоки имеют нужную длину и ширину для готового карандаша. Заключительная часть процесса производства – фрезеровка карандашей заданной формы специальными режущими инструментами. Уже почти готовые карандаши отправляются на сортировку, которую рабочие фабрики выполняют вручную. Теперь нужно карандаши покрасить. Корпусы покрываются краской на органической основе разных цветов. В зависимости от цвета окраска карандаша может происходить несколько раз. Чем карандаш дороже и качественнее, тем больше слоев краски. Солидные компании используют как минимум 12 слоев. Идеальным считается 18-20 слоев. После окраски карандаши покрывают прозрачным лаком. И самый заключительный этап – маркировка, то есть нанесение названия компании-производителя, логотипа и названия серии карандаша, а также штрих-кода. Маркировка происходит с помощью фольги и горячих штемпелей. В основном используются золотой и серебряный цвета. Затачиваются карандаши на быстро вращающемся шлифовальном круге. По форме корпуса карандаши бывают круглые, квадратные, прямоугольные, трехгранные с закругленными углами, шестигранные, овальные, плоские, другие декоративные формы. Но отличаются карандаши не только по форме, но и по конструкции. Помимо привычных для всех деревянных карандашей, существуют также и цельно-графитовые. В них стержень не имеет оболочки, не считая бумаги или лака, который наносят на карандаш, чтобы не пачкать руку. В цанговых или механических карандашах грифель выдвигается наружу при нажатии кнопки на обратном конце карандаша. Сегментный, он же секционный или переставной карандаш состоит из отдельных фрагментов. Еще одна интересная разновидность карандаша – многоцветный. Его грифель не однотонный, а состоит из множества жилок контрастных цветов. Благодаря такому множеству свойств, форм и разновидностей каждый человек может подобрать для себя идеальный инструмент. А какие вы еще знаете интересные факты о карандашах? Расскажите о них в комментариях. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. У нас еще много интересного.